Друзья, всем привет! С вами канал Реальный Зуев. И сегодня у меня в гостях Кирилл Победин. Кирилл, привет. Салют. Очень приятно, спасибо, что позвал. Спасибо, что пришел и нашел время в своем, я бы сказал, графике вечных путешествий. За последние 2 года он именно таким и стал, Супер. но я рад. Я рад, это, наверное, первый опыт на русском языке, что, собственно, тоже очень приятно. Ну вот как раз таки и про это расскажешь. Я думаю, что ты догадываешься, что я тебя позвал поговорить на тему NFT, да, поскольку считаю тебя экспертом в этой области. И мне бы хотелось бы сегодняшний подкаст, скажем так, в сегодняшнем подкасте затронуть темы, которые, ну, помогут ребятам, артистам, художникам, фотографам, да, которые хотят Web3, да, но как-то боятся, переживают, что что-то не получится, что-то не выйдет, да. Вот, может быть, даже какую-то небольшую подсказку, да, ребятам дать, с чего можно начинать вообще. Слушай, как правило, это вообще самая страшная история, когда художники читают что-то про Web3, читают что-то про NFT, и самая распространенная концепция вокруг этого то, что это скам. Мгм. И я до определенного момента думал точно так же, потому что в 2021 году, когда был расцвет, скажем так, рынка, я попробовал зайти, но испугался и решил, что это слишком сложно и какая-то супер тяжкая техническая часть. Нужно узнать, что такое криптокошельки, нужно узнать, как это работает. И на тот момент не было никаких, ну, на русском языке точно не было никаких образовательных ресурсов. Были разрозненные статьи в рамках Твиттера о том, как это функционирует, как это работает. И тогда я начал собирать все по крупицам. И мне казалось, до сих пор казалось, что это сложно. Но спустя время я понял, что на самом-то деле вся информация, если ее искать, она структурирована. И, в принципе, самый такой главный совет человеку, который никогда не касался этого, это просто техническая возможность, которая в организации абсолютно не сложна, но при этом огромное количество возможностей для того, чтобы находить новую аудиторию и расширять потенциал для ваших творческих проектов, а не складывать их в стол. Мгм. Отлично. Слушай, я бы хотел вообще начать в целом с твоего творческого пути, именно как ты пришел в фотографию, да, чтобы постепенно как бы выстроить, да, как ты к NFT пришел. С чего ты начинал фотографии и почему именно фотография? Слушай, моя мать — это документалист, фотограф. Мгм. Она брала меня в поездки всю жизнь в Индию и снимала там. Это, в принципе, первое место, где я взял камеру. Ну, сколько тебе лет было? Лет с 13. Вот лет в 13 она ездила на воркшоп к французскому фотографу. И в какой-то момент он такой: держи камеру. На, у меня есть запасная, не хочешь поснимать? Это были портреты первые, которые я снимал. Такие колоритные кадры людей из Индии. И после того, как я вернулся с одной из этих поездок, я понял, что мне хочется продолжать. Но концептуально мне не то чтобы не очень нравилась документалистика, просто я в какой-то момент сфокусировался на портретах и людях. И мне было интересно продолжать это в таком ключе. Постепенно это переросло к увлечению работы со светом, с искусственным, потому что, как правило, многим фотографам в какой-то момент надоедает снимать с естественным освещением. И на самом-то деле началась моя история с бесконечными съемками в студиях. После этого была небольшая открытая студия мной лично. Ага. Ужасный опыт. Поделись. Я был слишком молод, не углубился в некоторые технические части. Просто открыл студию, которая очень быстро закрылась, Ну, ты потому что она не арендовал помещение, да? арендовал помещение, Ага. сделал небольшой ремонт, закупил дешевый свет. Ну, по большей части, на самом-то деле, она была нужна мне для того, чтобы снимать самому. И это тот этап, на котором я научился снимать со светом, с искусственным. И, в принципе, как-то достаточно органично я пришел к фэшн-фотографии и старался развиваться в этом направлении в рамках своего города. Постепенно, за 7-8 лет фотографии я пришел к тому, что у меня начали появляться, ну, они начали появляться давно, но тем не менее они копились и копились творческие проекты, которые невозможно было продать
с точки зрения продажи коммерческим клиентам. Но а, они были той частью моего портфолио и творчества, которая, в принципе, меня заставляла снимать. А фотография коммерческая в рамках моего родного города, достаточно Ты из небольшого, Краснодара, я да? из Краснодара, Мгм. достаточно небольшого города в рамках фэшн-фотографии, это не Москва, далеко не Милан Мгм. и не Париж, а, творчество по своему назначению, оно было нужно только мне, а не коммерческим клиентам. И в какой-то момент, как я и сказал, я нашел техническую реализацию для своих творческих проектов в виде NFT. Так, в NFT ты пришел в 21 году. Попробовал прийти в 21-м, отказался от этого, потому что мне показалось сложным. И А что, вот давай проговорим, а что тебе показалось сложным? Какие что сложности нужно, были? что нужно зарегистрировать свой криптокошелек, чтобы при этом регистрироваться на площадках. И в А этом, да, мне было... этого уже было достаточно. Мне Ага. показалось это сложным. Блин, есть какие-то цифры, там что-то надо регистрировать, какое-то расширение в браузере. Ага. Сейчас я понимаю, что это работает, как будто ты скачал приложение на телефон, Ну да, да. нажал две кнопки, и, в принципе, этого достаточно для какого-то, скажем так, очень легкого старта. Понятное дело, что во всем есть много подробностей, во всем есть то, в чем нужно копаться, нюансы. Точно так же, как если мы, например, берем камеру или холст. Понятное дело, что мы можем взять краску, кисть и что-то нарисовать. Будет ли это Ну хорошо? да. Это второй вопрос. Мгм. Так что вот окончательный приход, скажем так, мой в это пространство случился в 22 году. Я на тот момент еще продолжал работать в детском модельном агентстве, в котором мне очень не нравилось работать. И я пришел туда второй раз после того, как уволился, потому что искал какой-то дополнительный источник заработка. Я очень четко помню, что был день, когда я пришел на съемку. Я продал первую свою фотографию в рамках Web3 За сколько ты ее продал? за 45 тысяч рублей. Ну, очень даже. И в этот день, в этот момент я подошел к своему начальнику в детском модельном агентстве и уволился. А у тебя зарплата какая была, если не секрет, тогда? Съемки в среднем выходили 15-20 тысяч, но это был такой пакетный, крупный, фактически фотодень, когда Мгм. я приходил утром, уходил вечером, а потом еще пару дней плотно сидел и обрабатывал материал. Пахал, короче, как папа Да, кормил. да, да. И это Мгм. было одно агентство, я работал еще во втором, в третьем, и в итоге это был такой микс. Мгм. Так, ну получается, в 21-м ты попробовал, и в 22-м, да, Да, ты... в 22-м это был конец так называемого бычьего рынка, когда весь NFT-рынок был на определенных пиках эйфории, и продавали все, абсолютно все. Люди выкладывали что угодно и продавали это. Очень быстро, очень просто, не думая, не заботясь о том, что так же, как и, скажем так, например, в позиционировании художника, его личного бренда, есть определенные правила. Вот на тот момент рынок был таким, что всем было... Залетало все, да? Залетало все, и всем было плевать на какие-то правила развития, брендинг и историю с тем, как можно лучше это делать, лучше продавать, потому что не было людей, которые сильно пытались разобраться. Мгм. Слушай, ну а вот получается в 22-м году ты все же ты вернулся, и ты разобрался сам с помощью такого метода тыка, или все же был какой-то человек, который тебе, может быть, направлял или подсказывал? Я был бы рад, если бы такой человек Ага. был. Я ориентировался на художников, которые уже что-то продавали, но это были ребята, которые залетели так же, условно, и разбирались методом тыка, потому что информации было очень мало обучающей. И я просто понимаю, что это такой способ собрать кирпичик за кирпичиком информацию. Где-то из Твиттера, где-то из статей, где-то это какие-то видеозаписи, шоу, записи конференций. И ты постепенно пытаешься собрать вот это все в огромный пазл, который, в принципе, достаточно логичным образом собирается, но для этого нужно время. И мне на это понадобилось, чтобы я, скажем так, уверенно себя почувствовал, потому что не было людей, которые могли провести меня за ручку. Около года, наверное. Ну вот, чтобы я покрыл всю, скажем так, глубокую техническую базу. И правильно ли я понимаю, что вся эта информация была на английском, да? То есть это Да, все все было, зарубежные ребята? все было абсолютно на английском языке. В принципе, комьюнити с точки зрения Web3 это не то чтобы англоязычное, это англоязычное комьюнити не native спикеров, а
международное комьюнити, которое разговаривает на английском языке. Есть как определенные, скажем так, филиалы сообществ, которые разговаривают на других языках, но тем не менее это все такая огромная сборная солянка людей, которые разговаривают на английском. И многим ребятам иногда кажется, что они не знают английский, им будет тяжело заходить. Я очень плохо знал английский, когда я пришел. Сейчас я, провожу, наверное, столько же времени, общаясь на английском языке в свободной форме, и я не учил его дополнительно как-то. Это просто каждодневная Выработанный история. навык, Да, да? да. Мгм. Ты просто поначалу пользуешься переводчиком, потом запоминаешь эти слова, и это идет по накатанной. У тебя очень быстро расширяется запас и база. Супер, супер. Скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, у многих, мне кажется, сейчас еще возникают вопросы, да, ну, по теме того, что как бы крипта скам, NFT скам, да, и сейчас уже на дворе 24-й год, и типа NFT, чё, а вообще есть ли резон сейчас в эту всю движуху заходить? Вроде как бы весь этот пик прошел, и можно ли там действительно что-то заработать сейчас? А, на тему того, что крипта это скам, и NFT это скам, есть такая чудесная штука, как банковский сектор. Мгм. И это самый большой скам, который в принципе существует. Но он же до сих пор работает. Ну да. И в принципе, если мы углубимся, то можно о многих вещах точно так же сказать. С точки зрения, скажем так, того, не поздно ли, работает ли этот рынок, он стал значительно более здоровым. Что это значит? Пропала эйфория, но при этом сформировались внутренние ценности с точки зрения продаж искусства, с точки зрения какой-то плотной коллекционерской базы, которая действует по определенным алгоритмам, с точки зрения мероприятий, которые происходят. Все на протяжении всех последних этих 3-4 лет по миру происходит огромное количество конференций в Париже, в Нью-Йорке, в Лиссабоне, в Корее, на которые приезжают десятки тысяч человек на каждое. И людям стоит понимать, что NFT, они идут бок о бок с развитием Web3 и с развитием крипты в целом. Потому что помимо продаж работ, я имею в виду художников, есть еще очень много компаний, которые строят децентрализованные бизнесы. И это компании, которые никуда не денутся. Соответственно, весь этот рынок, он будет работать сообща и развиваться дальше. А, С точки зрения художников-индивидуалов, которые заходят сейчас, я всегда говорю о том, что самое время было вчера, но не поздно забегать и сейчас. Потому что сейчас есть определенные алгоритмы, по которым тебе следует действовать, чтобы развиваться быстрее, скажем так, и развиваться стабильно. И люди, которые приходят и думают, что за один день они продадут на сотни тысяч долларов, я думаю, что таким людям не место на этом рынке, потому что они очень быстро перегорят. Люди, которые понимают, что они хотят строить свой профессиональный бренд художника, развивать его, развивать свое искусство, продавать его и выставляться по миру, то тогда это абсолютно самый подходящий момент для того, чтобы приходить на этот рынок. А правильно ли я вот понимаю касаемо личного бренда, то, что если мы берем, ну, например, какого-то известного фотографа, который вот в мире Web2 известен, да, большому кругу лиц, то Web3 ему в любом случае придется все нарабатывать с нуля. Самое верное утверждение, потому что это история с тем, что ты немножко обнуляешься. Есть исключения. Дело в том, что когда мы, например, рассматриваем русскоязычный сегмент, у нас есть известные фотографы. Но эти фотографы известны, например, в России. Ты его или ее знаешь ты, я. Можно спросить какой-нибудь бренд или журнал, который есть в России. Да, они его знают. Но когда мы говорим о международной арене, это немножко другой рынок. Если мы сейчас возьмем какого-нибудь, например, Питера Линдберга, Мгм. если бы он пришел в NFT, там это точно такая же история была, например, с фотоагентством Magnum. Они начали продавать в Web3 снимки фотографов, которые состояли в этом агентстве, состоят до сих пор. И этот проект очень хорошо продавался. Но здесь и речь идет о масштабе. Если Ну, мы говорим ими о... сделали на весь мир, и Да, их да, знают да, все. да. Если ситуация такова, тогда вход в Web3 остается с твоим собственным именем. Если же ты популярный фотограф в своем городе, в своей стране, то, скорее всего, этого будет недостаточно, и тебе приходится строить свой бренд с нуля. Что еще? Почему это, с одной стороны, минус, с другой стороны, плюс? Это очень классная возможность для ребят, у которых нет сотен тысяч подписчиков в Инстаграме.
Потому что я отличный кейс для этого. У меня до сих пор в Инстаграме где-то там 5000 человек, из которых, я не знаю, 500 человек активных. Мгм. И я не занимаюсь этим. Я не занимаюсь Инстаграмом. Мне сложно выкладывать рилсы, но у меня есть Твиттер, в котором я за 2 года нарастил аудиторию почти в 30 тысяч человек. И среди них кураторы галерей по всему миру, коллекционеры, у которых в коллекциях работы Бэнкси, какие-то крупные художники, на которых я раньше был подписан в Инстаграме и думал, что мы никогда не сможем общаться. А это ребята, у которых многомиллионные аудитории. И вам не нужно быть художником с огромным количеством подписчиков, когда вы заходите в Web3, потому что вы наращиваете свою новую аудиторию там. И в то же время сейчас, я же правильно понимаю, что гораздо проще войти. Ну, в том плане, что есть уже определенная база данных, информации очень много, сформировалась в целом философия NFT, да, и сейчас это гораздо проще сделать, чем в том же самом 21 году, когда ты пытался. С точки зрения порога вхождения, он действительно стал проще, потому что информация стала немножко более структурированной. Помимо этого есть, скажем так, алгоритмы действий, которые 100% приводят тебя к результату. Возможно, это не всегда результат, скажем так, из точки А в точку Б продажи, но тем не менее это результат из серии нетворкинг, который тебя в конце концов приводит либо к продаже, либо к выставке, что в дальнейшем формирует твой личный бренд, твое портфолио. По порогу вхождения мне нравится еще, что, в принципе, русскоязычная аудитория за последние 2 года очень сильно расширилась. Потому что, как правило, до нас определенные тренды доходят с небольшим опозданием, иногда с большим опозданием. И вот сейчас я в последнее время вижу все больше и больше русскоговорящих ребят, которые приходят на рынок. С точки зрения трендов с запозданием, это такая мысль пришла, то, что вот, казалось бы, да, вся эта фэшн-фотография, она пришла к нам из-за рубежа в Россию, но, на мой взгляд, вот мне интересно услышать твое мнение. Мне кажется, что вообще российские фотографы вот в плане фэшена, ну, это просто какой-то космос по сравнению с остальным миром. Или ты согласен, не Я согласен? не согласен, потому что если я смотрю на Корею, Мгм. я понимаю, что я никого не видел лучше, чем ребята, которые делают из Кореи. И самое забавное, что вот про тренды, то, что я говорил, бесспорно, в России очень много классных ребят, которые аутентично это делают со своим собственным фирменным стилем. Но если говорить про более глобальную историю, то мне кажется, что мы очень часто видим концепцию того, как у нас из корейского рынка ребята берут тренды, переносят его на Европу и Америку, и потом они доходят до России. То есть для тебя на данный момент это вот Азиаты Корея номер делают один. лучше всего, честно говоря. Ну да, не зря существует поговорка, да, если ты Если делаешь что-то хорошо, найдется в любом случае азиат, который сделает это в 2 раза лучше, лучше. да, да. И Да. я очень часто повторяю эту поговорку, и очень часто нахожу ей активное применение в жизни, потому что всегда есть кто-то. Хотел узнать еще такой вопрос, касаемо вообще твоих прогнозов на крипторынок и на NFT рынок. Вот что нас ждет, по твоему мнению? Слушай, я думаю, что мы сейчас в самом приятном моменте и с точки зрения вхождения художников в пространство, и с точки зрения в целом развития рынка. А, На данном этапе и в данный момент я считаю, что нас ждет достаточно продолжительный бычий рынок. С точки зрения, будет ли это бычьим рынком для NFT, и вернемся ли мы к такому нездоровому покупательскому потенциалу, который был в 2021-2022 году, я думаю, что нет. Но в любом случае вместе с развитием, скажем так, с бычьим рынком и продолжением восходящего тренда, который нас ждет, я думаю, что несколько лет еще, такой более стабильный рост. Я думаю, что мы в определенный цикл этого рынка в любом случае увидим приток новой ликвидности и капитала в NFT. Также развитие DeFi, которое уже тоже такой цикличный момент, который как будто всем казалось, что децентрализованные финансы умерли. Теперь я снова вижу, как очень большие капиталы в них заходят. С точки зрения, скажем так, токенов и монет и развития этой истории, я до сих пор считаю, что эфириум как блокчейн останется самым первым и важным для NFT и для художников и будет развиваться с точки зрения более дорогих покупок.
Но если мы возьмем так называемые надстройки Layer 2, Base, например, Blast, который выходит, Optimism, который вышел, Arbitrum, я думаю, что они будут развиваться для сегмента работ, которые будут чуть подешевле. Так же, как и Solana. Сейчас с нетерпением смотрю на развитие того, как Layer 2, вот эти вот надстройки над блокчейном эфириума, о которых я только что говорил, позволяют художникам не фактически тратить буквально там центы на Копейки, то, да. чтобы вносить свои работы. И при этом у этих сетей уже есть определенная база. И вот если говорить о сравнении, например, того же 22 года, когда зашел я прекрасно помню одну из своих ошибок, которую совершил. Это я просто пришел и потратил $500 на комиссию, на газ, просто не подождав, не зная, что это такое, и думал, что да, это нормально. При этом сейчас я прекрасно знаю, что можно это сделать там, за $5-10, внести свою работу на какой-нибудь самый популярный маркетплейс, заплатить эту комиссию очень маленькую. При этом на тот момент мне не хватало информации, как раз-таки то, о чем мы говорили. У меня очень положительный настрой на рынок. И как человек, который очень много инвестировал с продажи своих работ за последние 2 года, это стало, скажем так, 50% моей прибыли, а, инвестиции и доход с инвестиций. Я могу сказать, что у меня очень много открытых позиций и с таким очень бычьим настроением на этот рынок. Правильно ли я понимаю, что сейчас твой основной вид деятельности, твой доход — это исключительно NFT и крипта? Да, все верно. И, помимо этого мы развиваем сообщество художников, Вот к нему мы и подходим а, сейчас. потихоньку. Но я могу сказать, что, скажем так, обучение и сообщество художников — это минимальный процент с точки зрения заработка. Я понимаю, я А понимаю. сейчас, наверное, 40% это продажа моих работ. Я не так часто делаю проекты, я делаю сейчас масштабные проекты, которые у меня в подготовке занимают достаточно большие финансовые вложения. И параллельно занимаюсь инвестициями. Время от времени это какие-то короткие позиции, где я быстро снимаю прибыль. Где-то это более длинные позиции. Но вот это, скажем так, инвестиции — это 60%, а продажа работ 40%. Вот про продажи работ. Знаешь, такой вопрос. Можешь назвать свою самую крупную продажу? Вот самое большое количество денег, которые ты вот за проданную работу получал? Здесь можно рассмотреть это с двух точек зрения. Это индивидуально проданная работа, скажем так, Мгм. в единственном экземпляре. Это $13 000. А, При нынешнем курсе эфириума может быть около 12. Он чуть-чуть упал. Если мы берем проектную историю, я делал проект, где миксовал фотографии свое портфолио с AI, и там этот проект был из 555 картинок, которые я продал за день на $60 000. Это вот из... Было еще несколько проектов, которые тоже комплексностью своей брали и количеством коллекционеров, там 15-20 тысяч долларов. Но вот такая разница, скажем так, если это коллекция работ 1:1, так называемых единственных экземпляров, то в среднем последние ценники до вот этой самой крупной продажи были по одному эфиру все, что сейчас где-то 3,5, в диапазоне 3,5-4 тысяч долларов. Мгм. А если мы возьмем вообще весь объем продаж за вот эти 2 года, что ты в NFT, ну какая-то плюс-минус сумма. У меня это коррелируется вместе с инвестициями сейчас. Я понимаю, Ну, да. я имею в виду, что там прибыль как раз-таки с инвестиций, плюс прибыль с продаж работы около $1 000 000 получилось. За два Мне очень года. страшно, когда я называю эту цифру за 2,5 года. Сколько из них у меня осталось? Я очень хорошо умею их тратить. У тебя деньги работают, они Да, они не работают. стоят на месте, Они да? работают всегда. Я считаю, что в принципе они должны работать. Но на искусстве, именно на работах, примерно как раз-таки тоже процент будет. Потому что на работах это где-то 350-400 тысяч с этого. То есть те же самые 40%, о которых я говорил. А вот про затраты скажи, вот куда ты вообще в свои инвестиции вкладываешь, так сказать? А, Во что? Если мы говорим про конечные продукты и наслаждение жизнью, то это путешествие, потому что я за последние 2 года не провел больше там 2 месяцев, 2-3 месяцев на одном месте фактически. И мы были в Турции, мы жили в Турции, мы жили в Италии, в Испании, во Франции, чуть-чуть в Португалии. И сейчас едем в Азию.
колесить Азию и жить там. А, Это очень часто вложение в свой проект, которым я занимаюсь, сообщество, которое мы строим, потому что выставки иногда стоят, скажем так, аренда выставочных пространств по всему миру тоже стоит денег, и, как правило, это условно там 5 тысяч-10-15 тысяч долларов за иногда это день, иногда это неделя выставочного пространства, плюс организация, экраны. Но, тем не менее, мы все время, скажем так, двигаемся в этом направлении, расширяем сообщество, его возможности. Плюс это какие-то длинные позиции, которые у меня открыты. Тот же эфириум, биткоин. И часть всегда имею в стейблах коинах или, скажем так, в варианте подушки, кровати и налички, потому что как бы я не считал банковский сектор скамом, иногда это то, что нужно, и то, что в быстром доступе. А так параллельно еще есть определенные затраты и планы на получение ВНЖ Италии и приобретение собственности в Италии в Милане в ближайшее время, потому что это как долгосрочный план по переезду. Ты хочешь осесть, скажем так, там. То есть база, чтобы была в Италии. Да, да, именно так. Отлично. Потому что базы пока что нигде нет с тем количеством передвижений. Была база в Краснодаре, Мгм. но мы решили, что это город исключительно для таких навестить друзей, приехать ненадолго и отправляться дальше. Ты, в принципе, уже несколько раз упомянул про сообщество. Давай, наверное, мы раскроем эту тему. Что за сообщество? Чем А, занимается? Где-то 1,5 года назад я написал фотографу Максиму Баеву. На тот момент мы не были знакомы, но я проходил у него обучение давным-давно. И это был тот момент, когда я уже собрал всю и аккумулировал все знания свои, которые у меня были по NFT, по Web3, вообще в целом, по тому, как функционирует пространство. Я написал ему и сказал: слушай, давай попробуем, у тебя классные работы, давай попробуем продать их. Я буду тебя курировать, возьму у тебя какой-то процент непосредственно с продажи твоих работ. И это был момент, когда мы Максу за 1,5 месяца продали работу на 10-15 эфиров, что с нынешним курсом 35-50 тысяч долларов. И я такой, блин, получается, у меня получилось применить на практике. У меня есть классный У меня кейс. есть классный кейс, но меня Мгм. даже это, знаешь, меня вдохновило это не с точки зрения кейса, а с точки зрения того, что классно, это работает, это может функционировать, это может помогать художникам. И это, в принципе, была основная мысль, которая зародила сообщество The Frame, которое мы сейчас строим. Что это такое? Это сообщество художников, которые сфокусировано на качественном обучении и, скажем так, курировании. Что оно из себя представляет? Это двухмесячное обучение ребят всем темам и блокам касательно Web3 и NFT. Это вообще устройство, что такое блокчейн, что такое безопасность в рамках блокчейна, как работает коммуникация с художниками и коллекционерами в рамках Твиттера, в рамках Web3 пространства, как работают маркетплейсы, как выстраивать механики продаж и развивать личный брендинг, и, конечно же, инвестиции, куда без них. И 2 месяца обычно мы с ребятами, это группы по 40-50 человек по практике, потому что у нас было 4 потока. Сейчас мы заканчиваем с 4-м потоком. И, как правило, 2 месяца мы занимаемся эфирами, и потом после эфиров ребята начинают выстраивать свои механики, свои личные брендинги и развивают свое творчество и свои проекты в рамках того же Твиттера и в рамках Web3 сообщества. Но из самого классного мы развивали всю эту историю, все сообщество, обещая нашим ребятам качественное обучение. Но каждый раз и каждый поток давали значительно больше, потому что мы организовываем выставки. Иногда ребята попадают на отборы в различные выставки, которые курируем не мы, но мы всегда делимся подобными open-коллами. И у многих из ребят уже там по 5-10 стран, где они выставлялись. Но иногда мы делаем свои собственные выставки. И одна из таких выставок была в Милане, в галерее Нимфа. Это галерея, физическая галерея, кстати. Стоит отметить, что иногда у NFT площадок и у NFT пространств, которые мы представляем как вымышленные,
и существующие только в интернете, есть физические пространства. И в одном из таких мы выставлялись. И после этого мы делали выставку в Париже, во время NFT Парижа, на которой у нас было больше 400 гостей, среди которых было очень много коллекционеров, кураторов. После этого, во время NFT Нью-Йорк, относительно недавно, мы делали создавали партнерские взаимоотношения с галереей, которая работает в формате такого огромного вена, на котором есть LED-панель, и который отображает работы. У нас вагончик с 40 художниками из нашего сообщества колесил по Нью-Йорку во время самой крупной выставки. Ну, я как участник тоже фрейма могу пару слов сказать, то, что действительно ту информацию, которую ты преподносишь, она очень структурированная, она без воды, и действительно вот у меня был уже некоторый опыт в крипте и в NFT, то есть я проходил обучение у одной девушки, вот, но совершенно там случайно я узнал о том, что вот ты проводишь обучение от своего друга-фотографа, от Дениса, вот, и понял, что вот в том обучении мне не дали именно погружение в NFT. То есть как бы я основу знаю, то, что как бы коллекции есть, как это все, может быть, даже в какой-то База. степени. Да, ну, базу такую, прям хорошую базу дали, действительно. Но с точки зрения продвижения себя как артиста, я вообще тоже вообще не представлял никакого понимания, как, что, почему и зачем. Вот Денис сказал то, что, Лех, вот прям рекомендую, точно не пожалеешь. И действительно, я на данный момент не могу похвастаться какими-то своими успехами в плане там продаж. Ну, например, на той же самой выставке Нимфа моя работа была представлена, что я считаю, что это вообще очень круто. На фургончике на том же самом мы с ребятами поколесили. Но здесь просто важный момент. Нужно понимать, что это время. И это действительно большое время, которое нужно посвящать. Я очень часто говорю ребятам о том, что не надо приходить сюда, если вы не готовы уделять этому время. Потому что точно так же, как и, скажем так, любая другая профессия, любой другой род занятий, вы не достигаете каких-то невероятных успехов за день-два, за месяц. Есть определенные исключения. У нас есть ребята, например, Настя с прошлого потока, Мгм. которая прошло несколько месяцев, но она выстреливает, продает абсолютно все. Есть исключения, но по общей массе это все равно определенное планомерное развитие, в котором вы делаете определенные действия и видите результат. Иногда вам нужно сделать чуть больше, чем ваш сосед по парте, скажем так. Иногда чуть меньше. Но, тем не менее, прилагая время, вы все равно формируете этот самый определенный результат в виде продаж, выставок, создания личного имени и продвижения себя на этой международной арене. Но если вы не готовы инвестировать свое время, то, к сожалению, вам не поможет и лучший курс, который может быть. Я это знаю как человек, который проходил несколько курсов различных. И, как правило, каким бы классным ни был преподаватель или сообщество, в которое ты вступаешь, если ты не готов жертвовать самого себя в это, инвестировать в свое будущее, скажем так, тебе не так много дает обучение. Но если ты готов, то тогда я считаю, что Web3... Я очень долго и настойчиво стою на позиции, что Web3 меняет жизни, и нетворкинг, который там возникает, тоже точно так делает. Здесь мне в голову как раз-таки пришло то, что я привожу постоянно ребятам с различных потоков. Что самое ценное в этом сообществе — это не столько продажи, сколько связи, которыми ты обзаводишься в процессе формирования себя как художника. Я помню ситуацию, когда я купил одну из первых своих работ, дорогих, которые я купил с точки зрения коллекционера. Это был итальянский фотограф. Я не так много знал о нем, как о человеке, до момента, пока я не приехал в Милан и не пошел на кампейн для Gucci в виде ассистента. Потому что оказалось, что у него очень крупное издание в Милане, журнал, который выпускается раз в полгода, и он снимает для всех брендов. После этого он меня постоянно отыскал на съемки. В том числе я перестал снимать коммерцию, но мне было прикольно ходить на такого формата, Конечно. формата и масштаба съемки. Он же подсветил мне несколько съемок для римский бренд очков, римский бренд украшений, который мы снимали тоже в Милане. Опять же, ты приезжаешь на конференцию куда-нибудь, на так называемые события в реальной жизни, которые связаны с NFT, знакомишься с людьми, и оказывается, что один из них юрист по визе талантов в Штаты.
И он тебе пишет, Совпадение? Не да, думаю. и он тебе пишет: слушай, я помогу тебе сделать, в принципе, давай что-нибудь из твоих работ сделаю как скидку, и по минимальному прайсу буду тебя считать. И вот это как раз-таки про нетворкинг. Связи решают все, Да, 100%. да. Это самое главное и самое классное, что можно выстраивать. Скажи, вот сейчас четвертый поток выпускается, а есть ли у тебя какая-то цель по количеству людей во фрейме? Ну, то есть на данный момент сколько нас числится? 165 участников. Из них активных, я думаю, есть ребята, которые появляются, уходят и появляются, но из, скажем так, самой активной базы, которая есть там каждый день, я думаю, что у нас где-то 50 человек таких ребят, которые супер, супер классно, супер активно развиваются. Забавно, что вот этот вопрос, который ты мне задал, меня спросила вчера жена вечером. Мгм. Я хочу, чтобы там было до 500 человек. Как будто вот эта планка в моей голове — это максимум того, что я хочу, чтобы там было представлено. Но при этом мне необходимо такое, скажем так, расширение штата, чтобы у нас, в принципе, как эта система уже работает сейчас. Ребята с первых потоков могут очень классно помогать мне структурировать все для новеньких ребят. Ну да. И в данном формате можно разрастаться до такого количества человек, чтобы оставаться погруженными. Больше, я думаю, что будет невозможным с точки зрения размытия. И здесь еще история с тем, что я как планировал, так и планирую, что часть из этих 500 человек это будет не русскоязычная аудитория, как это, например, было до этого. У меня были небольшие проблемы с продюсером, с которым я хотел запускать курс на международную аудиторию. Но сейчас все идет как раз-таки к этому, что мы будем делать и еще, например, 1 или 2 запуска русскоговорящих, и при этом еще примерно такое же количество запусков, как было на англоязычную аудиторию. Потому что это тоже очень классный способ для того, чтобы расширять вот эту вот базу нетворкинга. А на данный момент во фрейме только русскоговорящий? Да, только русскоговорящие ребята, потому что обучение было на русском языке. И при этом разбросаны вообще по миру абсолютно. У нас есть ребята из Европы, есть ребята из Украины, есть ребята из России, есть пару ребят, которые... Кто-то был из Азии, не помню, несколько человек. И мне очень нравится вот этот формат. Кто-то в Грузии, по-моему, да, Да, тоже. Мгм. из Грузии ребят очень много. Мне очень нравится этот формат, потому что мы вчера буквально были на нашем Да-да-да. собрании в реальной жизни, сидели в баре, и это была самая большая сходка, скажем, назовем ее так. Но при этом я помню, как мы в Краснодаре проводили уже несколько раз, когда я туда возвращался. Я знаю, что ребята где-то за границей успели собраться. Небольшим составом, там 3 человека, но все равно. Мне очень нравится вот этот формат живых встреч параллельный. Немножко подведем тогда черту по фрейму. То есть стоит рассчитывать, что где-то еще один-два потока на русскоговорящих будет. Да, Да, просто да. для зрителей, чтобы люди понимали, если, ребят, кто-то вдруг задумается над тем, что хочет познать мир Web3, то имейте в виду, тут уже... Да, 1-2 потока на русском языке. Опять же, если у кого-то будет желание, потом можно присоединяться на английском языке. Мгм. Здесь вопрос комфорта. Захотел, я, знаешь, немножко отойти от темы там фрейма, NFT, а больше сейчас поговорить немножечко про тренды, которые, знаешь, зарождаются. Вот в частности, это, конечно, тон. Блокчейн тон, все вот эти вот приложухи, игры, которые появляются, да, в телеге, там, хомяк. Вот что, как ты считаешь, здесь есть будущее вообще? Я считаю, что конкретно в хомяке Ну, вот в тапалках, да. будущего... А тапалки бывают разными. Если это формат тапалок, который не требует вовлечения, там, условно, каждой секунды твоего дня, того Мгм. момента, когда у тебя телефон в руках, а по типу того же самого Bloom, Bloom Да, он Блум, называется, да. я думаю, что там больше перспектив. А, Ну, там а, и понятно, для чего это делают. Это как бы хотят да, криптобиржу внутри у тебя Телеграма сделать. есть, я думаю, что есть будущее непосредственно за проектами, в которых есть сильная концепция того, к чему это ведет. Ценность и Ценность и продукт. продукт, да, если мы говорим про просто тапалку ради этого тапалки, ну, в конечном итоге выиграют те, кто давал свои реферальные ссылки. Ну да. И те, кому инфлюенсеры и колы, к которым заходили люди по реферальным ссылкам. Все остальные, там, Ваня, Жора,
из 5 класса, которые днями тапают на хомяка вместо того, чтобы делать уроки и читать книжки. Они, ну, заработают баксов по 20-50, я думаю. Возможно, да. Но я думаю, что это не пропорционально времени, сколько в это вложено. А если мы говорим про продукты, про полезность, которую компании организуют вокруг себя и используют одну из методик, вот условно вовлечение людей через такой формат, условно, когда тебе нужно зайти раз или два в день Мгм. и сделать определенный порядок, то это, в принципе, концепция жива уже очень давно, когда у нас определенные проекты просили делать какие-то квесты за то, чтобы потом отсыпать airdropы. Когда тебе Да-да-да. нужно было сделать пост в Твиттере, либо прочитать, посмотреть видео, поделиться этим. Ну, то есть стандартный, скажем так, Просто набор теперь это все в действий. мессенджер Да, теперь это все в мессенджер. перекочевало. Это удобно с точки зрения тона. Честно говоря, я в последнее время думаю о крупных инвестициях вообще в целом в эту экосистему, потому что мне кажется, что В долгосрок, да? в долгосрок, потому что мне кажется, что ее ждет будущее в ценовом диапазоне, как мы видим Solana сейчас, возможно, выше. Ну, это какие-то мои внутренние ощущения и то, насколько вокруг много шума. Опять же, это не индивидуальная финансовая рекомендация, как мы Да. привыкли и любим Dior. говорить. Да, Dior, делайте свой собственный ресерч. Но это то, во что мне, по крайней мере, сейчас хочется верить, это то, что работает, и то, что я вижу как тренд. А в принципе, стоит отметить, что этот рынок живет на трендах, и люди больше всего денег зарабатывают. Да, есть, скажем так, лучший инвестор, мертвый инвестор с точки Мгм. зрения долгосрочности. Но, тем не менее, достаточно много трендов, в которых у нас не так много времени, но в которых зарабатывают те, кто быстро что-то делает. Та же самая мета щиткоинов на Солане, которая, ну, взорвала рынок. Понятное дело, что это просто кочевание ликвидности из одних рук в другие руки. Но, тем не менее, например, та ее часть, которая запустилась с монетами знаменитостей сейчас, которая до сих пор продолжается, это история, как, возможно, это не самый лучший способ привлекать людей из Web2, Ну да. но, тем не менее, очень активный способ, чтобы они заходили в Web3, хотя бы касались. А я считаю, что люди, которые часто обжигаются, да, это те люди, которые кричат, что крипта это скам, как раз-таки те, кто по незнанию заходят и покупают что-то. Но очень часто те люди, которые обожглись, потом остаются и становятся частью сообщества, потому что они начинают копаться. Мне, когда обидно становится, я пытаюсь разобраться, что я сделал не так. И в чем Да. можно исправить эту ситуацию и ам, улучшить. Личная ответственность исключительно. Это не то, что там кто-то дураки, а это значит, ты что-то где-то не доработал, не доделал. Проведи ресерч, подумай, что исправить и сделать лучше. Если вообще в целом, да, ты дал свои прогнозы касаемо крипты и NFT, а если вообще в целом как технология, вот в плане человечества, если смотреть, И то Я, тут дум... какие у тебя и мысли? я думаю, что это самое гениальное, что могло быть изобретено. Очень много гениальных изобретений. Но с точки зрения покрытия секторов, где это будет использоваться в дальнейшем, мы уже видим ETF по Биток, биток, эфир, эфир. Solana вроде что-то, да, Я думаю, появляется что новость. Solana, новость появилась, я думаю, что это опять займет какое-то время, но здесь можно даже не думать о том, насколько быстро это станет неотъемлемой частью финансовой экосистемы всего мира. Это, в принципе, уже во многих финансовых экосистемах используется. И в целом весь нарратив, который происходит, я думаю, что мы увидим блокчейн как технологию не только на финансовом рынке, на рынке недвижимости, Сто что процентов. уже есть, но на этапах зарождения. NFT на рынке искусства. Это не убьет традиционное искусство, это будет идти в пару. Я думаю, что мы будем за этим наблюдать абсолютно повсеместно. И это станет неотъемлемой частью нашей жизни. И обычно я, как знаешь, человек с такими супер горящими глазами, объясняю своим друзьям, которые ничего в этом не понимают, Мгм. о том, что им надо хотя бы попробовать. Не с точки зрения там зайти и стать художником или купить биткоин на все деньги, условно, которые у них есть, а с точки зрения того, чтобы прощупать технологию. Потому что сейчас к вопросу массовой адаптации нас отделяет только удобство интерфейсов и, скажем так, простота. Но постепенно мы идем к тому, что все дизайны приложений, все очень сильно упрощается и становится простым. Как бы мне не нравился тот же самый этот хомяк Мгм. условный, а,
то все равно это делает огромный маркетинг для всего Для блокчейна. Web3, да, это людей И очень много с точки забирает. зрения тона, вот что бы я еще хотел отметить, тон гениален в плане адаптации. Это если они построят сейчас отличную биржу через Telegram, Мгм. если они построят всю эту экосистему, Огромные это, бабки. это огромное количество людей, которые придут, потому что это не требует там условно, это уже сокращает путь, знаешь, от скачивания кошелька на Да, да, да. браузер и, скажем так, цифровой гигиены, которую ты соблюдаешь. Это гораздо проще. У тебя есть это приложение, оно есть уже очень огромного количества людей. Да. И если это взаимодействие в несколько этапов телефона, то это такая ускоренная массовая адаптация. Вот еще одна причина в копилку тут экосистемы тона, чтобы в нее инвестировать. Да, да, согласен. Тут как бы тоже, ну, инвестициями интересуюсь, в долгосрок тоже сидел, гадал, то, что, да, у Тона, ну, условно говоря, знаешь, там год назад, например, ты понимаешь, что огромная база людей, есть как бы свой токен, ну, ты сидишь и думаешь, а как вы будете людей-то, ну, перетаскивать? То есть как бы, Вот так. да, как бы людей много, но как вы это будете делать, было вообще непонятно. И тут выходит нот, и такой думаешь, блин, вот чертовы У гении меня просто. сейчас ребята, художники, с которыми, как раз-таки один из членов последнего потока, но еще параллельно мой близкий друг, который решил прийти к нам на обучение, и несколько ребят из его команды, он работает в Альфа-банке, дизайнером. Мгм. И они, ну, в свободное время сейчас занимаются творческим проектом, и они как раз-таки участвуют в конкурсе тона. Ой, Нот, нот, да. ноткоин. Да. Им надо бы сделать работы, которые отсылают к ноткоину. И там распределение, денежные призы, тир достаточно большой. Первые места там 15 тысяч долларов, Мгм. 5 тысяч, и прям, ну... Не, ну нот, мне кажется, тоже еще покажет себя, ну, не знаю, с точки зрения, конечно, Я долгосрочной. думаю, что это более среднесрочная и Среднесрочная срочная перспектива. история. В этом году, например, то есть он как бы действительно может там к концу года, ну, хорошие иксы Я показать тоже так думаю. вполне, вполне. Кирилл, скажи, пожалуйста, что бы ты посоветовал вообще артистам, которые вот хотят войти в мир Web3? Очень много информации на Ютубе. Вы можете копаться сами. Вы можете приходить к нам. Я всегда, знаешь, такой нативный маркетинг сообщества. Но в целом собирайте творческие проекты, не собирайте их в стол, собирайте их в... Вам обязательно нужно привносить, скажем так, жизнь в свое творчество, в свои творческие проекты. Что это значит? Когда их никто не видит, мы не реализовываемся как авторы. Ну, это такая, знаешь, внутренняя потребность самореализации. И здесь надо изучить базу и фундамент. Надо узнать, как работает, что такое криптобезопасность, как она работает. Надо узнать, что такое Твиттер и как писать твиты. А я думаю, что, ну, как бы в 21 веке это не так сложно. Выяснить, как работает приложение. И надо посмотреть на других художников, как они это делают. Да, можно копать глубже, изучать стратегии, изучать более подводный глубинный маркетинг, но начало заключается в том, чтобы показывать свое творчество людям, общаться с другими художниками и постепенно находить свою коллекционерскую базу. А там дальше это все-таки глубинные надстройки над этим, когда ты усложняешь все процессы, при этом увеличиваешь стоимость своих работ и увеличиваешь базу потенциальных коллекционеров постепенно. Шикарно. Мне кажется, на этом можно и завершать. Друзья, спасибо большое, что досмотрели до конца. Не забываем подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии. До новых встреч. Всем огромное спасибо. Кирилл, спасибо, что пришел еще раз. Отлично посидели, отлично поболтали. Спасибо большое.